Друзья, всем привет! Сегодня мы будем карбонизировать вот этот вот замечательный мотоциклетный бак. То есть буду делать с него небольшую такую канопу, которая будет устанавливаться вместо бака, а бак будет маленький и устанавливаться где-нибудь в другом месте. Это делается специально для облегчения самой важной верхней части мотоцикла, чтобы его меньше поднимало на заднее колесо при стартах, ну и чтобы в целом разгон был интенсивнее. То есть мы одновременно уменьшаем общую массу и массу, которая поднимает мотоцикл. То есть боремся с двумя зайцами. Вырезал уже такой вот замечательный лоскут и отформовал его по баку. Целый день готовлюсь уже к этой процедуре. Довольно-таки долго занимает времени, только вот этим занимался примерно час. То есть сделал небольшие припуски. И зафиксировал все скотчем, чтобы не меняло форму. Далее подготовил саму форму. Не знаю, опять же, что из этого получится. Опять делаю все неправильно. Но куда деваться, так интереснее. В общем, после создания формы в ней обнаружилось огромное количество кратеров. Вот, черным цветом обозначены все кратеры. Потому что я их заполнил, ребята, силиконовым герметиком. Получается, всю форму обработал силиконом. Теперь эпоксидка, по идее, не должна пристать, потому что силикон очень хорошо ее отторгает. Также еще покрыл сверху жидким силиконом. Ну и, естественно, заодно зашпаклевал. Здесь было уродливое место, под горловину, под бак не получилось. Ну и вот здесь, вот в этом месте, тоже постарался все зашпаклевать. Короче, посмотрим, что получится. Решил использовать вакуумные технологии. Вот здесь как-то так на полу все это расположил. Вот этой деталью я хотел попробовать. Вот он, мой маленький вакуумный насос. Это, друзья, была тестовая выклейка, потому что первый раз в жизни я этим делом занимался. Ну, то есть с помощью вакуума что-то формовал. Взял сложную деталь, видите, с такими резкими выступами, и закарбонизировал ее двумя разными способами. Первый способ был, я просто сверху положил и нанес эпоксидку. Второй способ, я лист отдельно положил, пропитал, а потом его положил сверху этой крышки. Сейчас мы будем разбирать, разделывать эту форму и смотреть, что получилось. Кстати, штуцер вот этот вакуумный я сделал сам. Выточил на токарном станке. Мне показалось, что он травит, поэтому дополнительно его здесь вот этой вот жидкой резиной замуровал, так сказать. Но потом впоследствии оказалось, что я взял старую пленку. Кстати, использовал обычный полиэтилен. Но так как она была старая, она была вся порепанная, порезанная. И вот пришлось латать там, чтобы хоть какой-то вакуум сохранялся. Ну вот она уже почти застыла. Так сказать, полимерилизовалась. Я ей помогал феном, чтобы так долго насос не работал. Потому что по факту ему часов 10 надо отработать, если не держит форма вакуум. Но я уложился где-то за пару часиков. Сейчас посмотрим, распакуем, что получается. Главная цель вакуума, чтобы не было вот таких пузырей. Чтобы все было гладко. Для начала покажу вам мой вакуумный штуцер. Здесь есть полость такая и отверстие по кругу, чтобы максимально облегчить поступление воздуха. С этой стороны есть углубление под жидкую резину. Вот так скручивается. Накаточка. Все как надо. Ну, вроде бы как штуцер работает нормально. Вставлял трубочку, чтобы улучшить прохождение воздуха. Оно и по самой трубке проходило, и в межтрубном пространстве. Ну и, в общем, смотрите, жидкой резиной, опять же, здесь все блокировал поступление воздуха. С двух листов полиэтиленовых обычный пакет. И, как оказалось, все это дело успешно работает. Здесь у меня полоски зеленого цвета, это проводящий слой. Я думал, что он не приклеится, но что-то он, по-моему, очень сильно приклеился к эпоксидке. Это мне уже не очень нравится. Правда, он такой ребристый. А вот жертвенного слоя у меня просто нет, друзья. Я его не заказал. Буду делать без него. Может быть и без проводящего слоя делать. Потому что он вклеится и будет просто-напросто лишний вес. Я понимаю. Вот так. Видно, здесь уже отходит. И видно, что есть некий воздух. Видите, все равно он остался, к сожалению. Видно, что он есть. Вот это уже мне не нравится.
Хотя сейчас отклеим, посмотрим, как оно выглядит. В общем, вот что получилось, друзья. Вот такая поверхность. А как же делать, чтобы вообще не было воздуха никакого? А? Видно, без гелькова-то никак не сделать. И вот здесь плохо получилось в углах. То есть до конца не прижалось. А здесь получше. И вот здесь хорошо по бокам прижалось. Ну вот первый блин, так сказать, комом. Может, второй получше будет. Сейчас будем пробовать, друзья. Наоборот, что ли? Ну, вроде бы все помещается, вроде бы одним листом, как и задумано. Чтобы было красиво, даже, я бы сказал, очень красиво, чтобы было. Туда дальше можно будет обрезать скотч, вот, потому что сейчас он мешает деформироваться. Потом я его обрежу, и можно будет лучше все подогнать. Но это после пропитки. То есть, получается, не зря я заранее вырезал форму. И хорошо, что был бак готовый, на котором можно было это все обрезать предварительно. Вот. И теперь уже смотрите, оно распределено. Хотя форма очень сложная, но тут и плетение соответствующее у этой углеткани, которая позволяет делать такие сложные детали. Сиденье на гоночный болид, думаю, по той же схеме буду делать. Надеюсь, столько хватит смолы. Думаю, может быть, подождать, когда она чуть-чуть нагреется. Или не стоит. Ладно, поехали. Да что там, какая-то царапающая, блин, фигня. Попадос какой-то, царапающий пупырушек. Я в шоке, вон он. Тут уже 28 градусов смола. Потихоньку отрезать буду лишнее. Вот это беда. Что ж ты падаешь? Все, эпоксидка размягчила карбон. Теперь он прилипает. Теперь пошли пузыри всякие. Тут без вакуума тяжко было бы. Но без вакуума я бы чуть по-другому бы делал. Погнали вакуумировать. Угу. Тут же надо как-то завернуть края еще туда. А как? Аж руки трясутся. Такая работа ответственная. Просто жесть. Вот тут оно все не туда заворачивается, куда мне надо. А это прям нехорошо. Будет некрасивая там. Ребят, это ни хрена не простая хрень, этот ваш вакуум. Это дичь полная, блин. Оно не хотит же туда внутрь заворачиваться. Вот в чем дело. Чтобы так все просто было. Любая технология, это все руки по локти в этой эпоксидке. Все заворачивается не туда, куда мне надо. Еще ни разу не было ничего просто. Все время какие-то супер траблы. Что ж, запаковываем и посмотрим, что получится. Так, даем пакету степень свободы, чтобы было куда ему играть. Так, ну что, нигде не завернулось вроде. Ну, погнали. В общем, вот что-то такое получается. Не знаю, что в итоге выйдет. Ну, что-то мне как-то страшно за деталь. Не нравится мне, как это выглядит. Не совсем по технологии делаю, потому что не хватает кое-чего. Но, блин, куда деваться? Надо делать. Переставил штуцер в другое место. Побоялся я, что хапанет эпоксидки насос. Ну и вы знаете, и дело пошло веселее. Не знаю, что меня дернуло туда поставить, в середину. Наоборот, нужно вне зоны действия эпоксидки, чтобы ничего не склеивалось. И тогда, получается, по всему периметру идет откачка. Ну, в общем, процесс пошел.
Если, конечно, очень хорошо получится, я буду сильно удивлен. Мне кажется, все-таки останутся пузыри при такой моей технологии. Не везде они откачиваются. Вот тут, видите, кое-где снаружи они есть. Ну, мало ли, может, снутри их не будет. Хотя верится с трудом. Смотрите, какой туман стоит в мастерской. Туман источает вакуумник, друзья. Причем в больших количествах. Видно даже луч лазера. Я тут начал сушить форму. Видите, уже 34 градуса, а в некоторых местах еще больше. Просто в час ночи должны выключить свет, на большее я не смог договориться. Поэтому приходится шевелить поршнями. Подсушить ее до каких-то внятных значений было бы неплохо. Ну тут это ладно, тут меня не волнует, тут я обработаю. Как оно внутри, вот вопрос. Космические технологии из разряда «моё почтение». Не ожидал я, что так эпоксидка вылезет. Я ее почему много сделал? Хотел таким образом побороть отсутствие кратеров. Но пока мы форму не сняли, непонятно, есть там кратеры или нет. Надеюсь, что их не будет, а вот это я учту, приму к сведению. Ну, в принципе, тут проблем нет, я зашкурю, конечно, все будет снутри нормально. Но вот какая будет финальная сторона, еще непонятно. Надо бы немножко подождать полной полимеризации. Ну а так вот, посмотрите-ка, полюбуйтесь, как я могу. Первую половинку снял, снялось очень хорошо, без всяких проблем. Сейчас пытаюсь снять вторую половинку, но сразу видно, что деталь брак. То есть все. Самое главное, это вот здесь получилось такое пятно, очень толстое, вздыбилась сама углеткань. И получается, протер я ее потом, то есть оно здесь просвечивается. Это самое главное, то есть это уже никак не устранить. Ну и вообще вся деталь, вся в кратерах каких-то, ну короче, ничего хорошего. Сейчас уже доизвлеку ее, посмотрим повнимательнее. Слишком много эпоксидки получается, прям нереально много я заложил. Оп. Ну, я считаю, что съем хороший был и этой части. Опять же, ничего не прилипло. И форма у нас готовая, друзья, для следующего замеса. А замес, похоже, что будет. Потому что вот это, хоть оно, вероятно, на камеру и выглядит неплохо. Ой, по весу легкое, классное. Вообще пушинка. Но это чистый брак. Наша песня хороша, но придется начинать сначала. Видно тут следы от силикона. Ну а вот они, изъяны все. Вот бульба. Вот гигантская бульба. Вакуум у меня плохой был. В какой-то момент прохудилась пленка в разных местах. Я так подозреваю, из-за острых шипов, которые здесь на форме были. Сейчас я их все зашкурил. Ну и еще из-за того, все плохо получилось, что я неправильно заложил материал. И не с той стороны начал откачивать вообще. Ну а так, в принципе, все более-менее четенько. И самое главное, что смотрите, как красиво. Уф. Вот так сдалека прям вообще огонь. Отпечатались буквы Сузуки, но что-то их прям еле-еле видно. Удивительно, но она насунулась на бак, причем очень легко. Ну что ж, друзья, акт сатанизма и психопатии, который вчера творился, вы уже видели. Сегодня я успокоился и заформовал еще одну деталь. На этот раз сделал практически все то же самое, только гораздо более аккуратно и не спеша. Внутрь использовал уже ту пленку, что надо. Смолы немножко поменьше, наложил еще укрепляющие слои, то есть тут где-то 2 мм в точках крепления. А также все-таки проложил проводящую смолу пленку. Правда, здесь вот она, не пропиталась. Это очень плохо, могут быть там небольшие изъяны поверхности. Вроде бы эпоксидка полимеризовалась, все нормальненько. Вакуум сегодня был хороший, пленку нигде не пробило. Насос, на удивление, работает, но, мне кажется, все-таки хапанул он немножко эпоксидки. Почему же он работает? Удивительно. Может, не хапанул. Короче, можно расчехлять и эту форму. Это, мне кажется, будет гораздо более красивая, нежели вон та. Выжался как лимон. Хотя по видео может показаться, что работы не так уж и много проделано. Но работы просто колоссальное количество.
Пока не стала эпоксидка, надо бегать как заведенный, можно даже сказать как чумачечий. Так я и бегал, собственно, друзья. Потому что если она уже полимеризуется, уже ничего ты не сделаешь, ничего не успеешь. Надо как-то оперативно стараться решать все эти вопросы с укладкой, с заворачиванием туда, куда не следует. Очень сложная технология, как по мне. Каждая такая укладка крупной детали производит вот примерно такое количество мусора. Целый ящик. Ну, смотрите, уже получше. Внутренности этого бака выглядят вообще дико. Просто как мозги какие-то. Самая большая и гигантская интрига, будет ли оно отклеиваться. О, отклеивается. Классно, ребят, хорошее уже начало. Так, с одной стороны пошло, с другой тоже потихоньку идет. Тут, видимо, спешить не надо. Так, ну, ребят, это уже что-то. Вот это я вам уже скажу что-то. Да, оно тускловатое, потому что я ее покрывал еще дополнительно воском. Но так как у нас будет еще постобработка, это ничего страшного. Но в целом все ровно, все четко. И не сказать, что много всяких разных кратеров. Еще и рисунок, смотрите, ровненький такой получился. Ой, ну прям вообще огонь. Ха-ха, класс, ребята, супер. Вообще красота. И здесь неплохо. Оп! Е-бой! Вы можете лицезреть, как человек, то есть я, прямо сейчас, прямо на ваших глазах набираюсь опыта. Причем иду по бразильской системе, опыта набираюсь очень быстро. Вот он был первый образец с такими вот жирными и очень неприятными неустраняемыми изъянами. Хотя неустраняемыми вполне условно. Деталька сдалека даже очень красивая и готовая к употреблению. Но вот эта вещь, ребята, получается прям сногсшибательная, если честно. Карбончик ровненько лег. Многие проблемы, если не ушли, то стали сильно меньше. То есть на этой боковине вообще практически все отлично, все хорошо. Есть вот самые-самые маленькие поры. Мы их заделаем эпоксидкой. Ну а с этой стороны ушли наполовину. Потому что я счистил огромный слой эпоксидки. Получается, поры образуются в основном из-за большого количества эпоксида. На этом, в общем-то, с этим видео все. Кому было интересно и самое главное полезно, поставьте свой жирный царский лайк. Ну а у меня все. Всем пока, до новых встреч. И, ребята, по-братски подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылочку оставлю в описании. И всем огромное спасибо за донаты. Если вы в шоке, то, честно говоря, я и сам в шоке с происходящего. Теперь, скорее всего, на опыте и сиденье должно хорошо получиться. Сиденье большое, карбона больше здесь, но зато здесь матрица выпуклая. Это сильно упрощает дело. И особенно упрощает вакуумирование. Все, ребята, всем пока теперь уж точно. До новых встреч!